В морге Нью-Йорка царила напряженная тишина. Молодая санитарка Эшли, всего 25 лет, стояла у металлического стола. Она всегда казалась тихой и робкой, никогда не спорила со старшими коллегами. Но в тот момент с ней произошло что-то странное. Она вдруг наклонилась к телу женщины и со всей силы ударила ладонью по щеке. Громкий хлопок разнесся по залу. Несколько человек выронили инструменты. На столе лежала Кэтрин Ховард, жена известного миллиардера, недавно объявленная мертвой. По документам все было оформлено безупречно, ее тело уже готовили к вскрытию. Никто не сомневался, что смерть настоящая. Но после удара произошло то, что казалось невозможным. Лицо Кэтрин дрогнуло, грудь приподнялась и раздался хриплый вдох. Несколько медсестер в ужасе отпрянули. Старший патологоанатом первым пришел в себя и закричал, чтобы срочно вызвали реанимацию. Когда врачи подключили аппаратуру, оказалось, пульс едва заметен, метаболизм замедлен, словно женщина находилась в искусственной коме. И все же она была жива. Вскоре в морг прибыл детектив Томас Рид. Ему доложили о сенсации, и он сразу потребовал объяснений. Эшли стояла бледная, готовая услышать обвинения в жестоком обращении с телом. Но Кэтрин, едва придя в себя, прохрипела. Это была инсценировка. Она сама согласилась на смерть, чтобы вырваться из-под контроля мужа. Ее любовник Дэниел достал препарат, вызывающий состояние клинической смерти, и подделал документы. Но план сорвался. Человек, который должен был вынести тело из морга, не пришел. Дэниел предал ее, рассчитывая, что смерть станет настоящей. Именно пощечина Эшли вернула Кэтрин к жизни. Полиция быстро нашла Дэниела, когда он пытался покинуть страну. Скандал всколыхнул весь Нью-Йорк. Газеты писали о миллиардере, о беглой жене и о санитарке, чья рука изменила судьбу. Эшли избежала обвинений и вскоре получила повышение. Коллеги смотрели на нее иначе, с уважением и даже страхом. А сама она еще долго вспоминала тот день, звонкий удар, тишину и то, как человек, считавшийся мертвым, снова начал дышать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.